Ой, да что-то совсем не жарко, да? Не ной. Доброе утро, друзья! Это «Орел и Решка. Перезагрузка». И мы в городе небоскребов и ветров Чикаго. Да, Андрюша, сегодня мы с тобой будем узнавать, что здесь изменилось за 5 лет. Ну, я, конечно же, буду узнавать золотой картой, а ты как-нибудь там вот так вот. Мы сейчас посмотрим. Да. Орел. Решка! Покрутили. Ну, ветер ты была? Видела? Нет. Ветер был. Давай еще раз. Орел. Решка! Простите. Ух. Орел. Решка! Последний раз, ребят, обещаю. Ну ее сносит, но я ничего не могу сделать. Ну ветер, ребят. Давай там, как получится, скажешь. Последний Ты раз, еще ребят. туда ее вот кинул. Орел. Решка! Поймал. Поймал? Поймал. Ой, я не смотрю. Карту давай. Все свои эмоции я оставлю при себе. Слушай, подожди. Возьми меня все в группу переводчиков. Меня. Ты же все равно английский ни перемеса не знаешь. Разберусь. По цене договоримся. Ладно. Километры бетонных стен и тысячи оконных глазниц. Ветреный характер и романтическая душа. Суровое прошлое и беззаботное настоящее. Чикаго, мы вернулись. Все знают, что Чикаго долгие годы был логовом гангстеров. Поэтому 6 лет назад Андрей Бедняков решил прикинуться мафиози и арендовал форт 30-х годов. Чувствую себя наследником Аль Капоне. Ведь именно на таких машинах в 20-30-х годах и возили чикагскую мафию. Но время гангстеров и Андрея Беднякова уже прошло. И современные богачи ездят на кое-чем покруче. Get in. Дерзко. Ну, тачка вроде ничего такая, зачетненько. Cadillac ELR – самая заряженная модель за всю историю этой легендарной марки. Кожаный салон, мультимедийный комплекс и гибридный движок. В общем, полный фарш. За $500 этот футуристичный монстр с водителем будет 2 дня возить меня по Чикаго. Поехали. О, легче, мы ж так до Чикаго не доедем. Добираться из аэропорта до центра Чикаго очень удобно. Прямо в терминале есть станция метро. Кирпич, лампа, кирпич, лампа, кирпич, лампа, кирпич, лампа. Свет.
Прям качает. Небоскребы просто огромные, просто бесконечные. Небоскребы – это давняя гордость Чикаго. Именно здесь был построен самый первый небоскреб в мире. Именно здесь находится второе и третье по высоте здания в Америке. И если взять среднюю высоту небоскребов, то Чикаго окажется самым высотным городом мира. Для жителей Чикаго все, что ниже 50 этажей, это так, сарайчик. Высота этих небоскребов просто завораживает. Шикардос. Турист на улицах Чикаго чувствует себя букашкой под пристальным взглядом сотен исполинских небоскребов. В центре Чикаго очень мало земли, пригодной для строительства. К тому же она космически дорогая, поэтому все здания приходится строить с запредельной высоты. Вот, например, небоскреб-церковь. Только представьте, храм высотой 173 метра. Он может вместить 23 тысячи прихожан. А на самом верху церкви еще и часовню выстроили, которая так и называется – Небесная. А вот это самый интересный, единственный в мире небоскреб строгого режима. Тюрьма Метрополитен. Тюрьма находится в центре города и вмещает 700 заключенных. Совершить отсюда побег нереально. Ее треугольная форма позволяет охране лучше следить за территорией. Выгуливают заключенных на крыше здания. А окна в камерах тут всего 15 сантиметров в ширину, чтобы даже голова не пролезла. Но умельцы пару раз находились. В 2012 году двое грабителей спустились с 17-го этажа на канате из простыней. Правда, их быстро поймали. Но и это еще не предел. В Чикаго есть небоскреб-город. Называется он Марина-Сити. Как и в любом городе, тут есть театр, боулинг, ледовая арена, бассейн, гостиница, деловой центр, рестораны и магазины. Вот где еще в мире вы такое увидите? На нижнем ярусе парковка для яхт, чуть выше парковка для автомобилей. И, наконец, сверху, ну так сказать, парковка для людей. В общем, такой себе город в городе. Разглядывать небоскребы снизу очень неудобно. Шея затекает. А так $500, и уже ты смотришь на них сверху, а не они на тебя. Я не знаю, от чего у меня сердце замирает больше. То ли от красоты Чикаго с высоты птичьего полета, то ли от страха. Чикаго прекрасен. И сразу не определишься, что именно тебя в нем больше всего берет за душу. То ли необозримость его границ, то ли небоскребы, похожие на гигантскую финансовую диаграмму. Здесь природа и человек будто бы поспорили, кто создаст творение масштабнее. Природа создала гигантское озеро Мичиган, а люди в ответ воздвигли мощный деловой центр Чикаго. Они впечатляли бы и по отдельности, но вместе они создают невероятную энергетику.
Город, конечно, завораживает. Но есть тут один минус. Страшные сквозняки. Ветер с озера, попадая в туннели из сотен небоскребов, превращает улицы Чикаго в сумасшедшую аэротрубу. Чикаго такой сильный ветер, что его можно не только почувствовать, как я сейчас чувствую, но и услышать. Здесь в столбе есть отверстие, и он работает на ветру, как свирель. Настоящие богачи селятся в самом знаменитом в Чикаго отеле. Том, что в башне Трампа. У нынешнего президента Америки есть небольшой пунктик – строить огромные башни-отели в самых дорогих городах мира. Ну, чтобы каждый город знал, у кого тут самый длинный небоскреб. В Чикаго Трамп превзошел самого себя. Тут он выстроил башню в 423 метра. 5-е по высоте здание в Америке. Thank you so much. Кроме того, это самый дорогой и помпезный отель в городе. Ой, это так мило. У них, наверное, настолько шикарные номера, что они хотят, чтобы все чистенькими ручками к ним прикасалось. Thank you so much. Просто первое, что тебя встречает, это аромат цветов. Причем 100% живых. Да. Друзья, боже мой, как в оранжерее. Ну что ж, посмотрим, как живут у Трампа за пазухой. А живут тут в номере размером в 300 квадратных метров. Ну, это как спортзал в школе. Интерьер – старая добрая классика. Знаете, что самое ценное и дорогое в этом номере, друзья? Сейчас покажу. Да, если б знала, что тут такой вид, можно было бы и вертолет не арендовать. I won the best penthouse, maybe a limousine and a couple of top models, but I have only $100, so maybe you can offer something. Let me see what we have for you, sir. No, we'll get you the best VIP treatment in the house. How about a 10-bed male dorm for $35.93? Окей. Хостел, конечно, мягко говоря, не дешевый. Можно было идти гораздо дешевле, но на выселках. А этот находится практически на центральной улице, то есть на транспорт тратиться не нужно. Еще и завтрак включен. То есть это реально долларов 15 экономии. А это не шуточки в моем-то положении. Хостел Хай Чикаго когда-то был оконной фабрикой. Вместо бильярдных столов тут стояли станки. На месте столовой был склад. А на кухне, где туристы готовят обед, рабочие выдували стекло. Сейчас хостел может спокойно разместить 500 постояльцев. И это самый большой хостел в истории нашей программы. Хоть бы никого не было. Ну. Yes! Победа! Победа! Я сам живу. Тут потолки 4 метра, наверное.
И здесь столько света. Очень круто. Ну, простор. И вот фишечка еще то, что есть, я так понимаю, это душ. Да, это душ. И туалет. И все это непосредственно в номере. Не нужно выходить на этаж. У тебя все прямо здесь. Отличные умывальники. И какой вид, посмотрите. Метрошечка, вот. Можно же сидеть вот так вот и... Шикардос. И просто смотреть, как метро ходит у тебя в номере. Практически у тебя в номере. Класс. Чикаго регулярно входит в тройку самых дорогих городов Америки. Но при этом туристы с небольшим бюджетом просто обожают сюда приезжать. Дело в том, что почти все его интересности можно разглядывать абсолютно бесплатно. Вот скульптура «Облачные врата», или, как называют ее местные, «Боб». Как и 5 лет назад, он все так же блестит и манит к себе сотни туристов с фотоаппаратами. Чего они только не придумывают, чтобы сделать крутое фото. Please. Give me a hand. Just give me a hand. Thank you. Thank you. Thank you. А здесь 5 лет назад Жанна Бадоева разглядывала 8-метровую статую Мэрилин Монро. А где Мерлин? Стоп. Не понял. Do you know where is the girl? Where is the girl? Merlin. Where is the Merlin? I don't know. Окей. Пропала Мерлин. Excuse me. Can you help me? Where is the Merlin? Merlin, you know? Girl. That thing off. Hi. Hi. Do you know where's Merlin? Oh, Marilyn. She's not here anymore. She's not there? Yeah. She used to be here, but they moved her. Who? Who did I that? have no idea, but yeah. Why? Where she is? Оказывается, чопорных жителей Чикаго возмутило, что тысячи туристов заглядывают под юбку легендарной актрисе. Поэтому власти убрали Мерлин от греха подальше. А вместо нее поставили статую Авраама Линкольна, 16-го президента Америки, который передает текст своей речи про права и свободы современному жителю Чикаго. Но теперь туристов на этой площади стало в десятки раз меньше. Всем интересно заглянуть, что у нее под юбкой. Конечно! А сейчас что? Никому, вообще никому не интересно, что по сюртукам у Авраама Линкольна. Мне вот было бы интересно понять, что чувствует человек, который имеет возможность приходить сюда, на это место каждый день, и каждый день сидеть вот так вот на траве и наслаждаться этим видом. Я думаю, что чикагцы вообще должны выбросить все свои телевизоры, стереть все игры на планшетах, смартфонах, ноутбуках и просто приходить сюда и радоваться того, насколько у них красивый, удивительный город. А он, правда, невероятно красивый. Небоскребы Чикаго соревнуются между собой не только высотой, но и смотровыми площадками. Одни стараются удивить туриста вращением, другие — прозрачным дном.
прошлый раз Жанна испытала на себе экстремальный аттракцион – стеклянный балкон над пропастью Уиллис Тауэр. С тех пор Чикаго не стоял на месте. Тут придумали нечто еще более захватывающее. Тут появился тилт – экстремальная смотровая площадка на высоте 94-го этажа. Работает она так. Подходишь к окну, хватаешься за поручни, и вдруг окно начинает наклоняться и тянет тебя за собой. Навстречу лицом к лицу с 300-метровой пропастью. Мама мия, мамочка. Ну, вот и все. Платформа наклоняется всего на 30 градусов. И длится это каких-то полминуты. Это все? Ну, реально такое. Просто развод. Никакого адреналина. Мне, конечно, не жалко, но $27 за полминуты – это чересчур. Если вдруг богатому туристу в Чикаго станет скучно, он может заказать себе действительно крутое развлечение – женские бои в грязи. Правда, для этого придется хорошенько потратиться. Арендовать помещение, заказать грязь из воды, глины и лубриканта для эффектного скольжения. Пригласить компетентного судью. И нанять профессиональных спортсменок по боям в грязи. Голодная волчица, адская крошка, пивная бандитка, чикагская душительница и зомби-космонавтка. Ну что ж, правила простые. Бой состоит из 3 раундов по 1 минуте. Побеждает тот, кто уложит соперника на лопатки и удержит его в таком положении в течение 5 секунд. Казалось бы, ну что интересного в том, что 2 тетки как поросята валяют друг друга в грязи? Но это зрелище нереально затягивает. Я сейчас проведу мастер-класс, ей-богу, отвечаю. Sober. Ladies and gentlemen, we have an unexpected challenger. Challenger, what is your name? My name is Настя Опасность. Настя. The unexpected challenger. Wrestlers, are you ready? Fight!
the McQueens. You thought when you had a text. Ты шикарно выглядишь, грязнуля! Это... Ничего! Успокойся! You saw what happens when you challenge the McQueen, sucker! Ты что сделала, Чуня? Это моя единственная одежда! Хорошо, что мама салфеточки положила, а? Если будете в Чикаго и вдруг запачкаетесь, вот вам лайфхак. В любом городе Америки работают круглосуточные общественные прачечные. Я удачно зашел. Общественные прачечные – это огромные помещения, где крутятся, булькают и дребезжат сотни стиральных машин. Постирать тут вещи может каждый желающий. Американцы, в отличие от нас, вещи дома не стирают. Они давно поняли, что стираться в прачечной дешевле, чем покупать машинку, а потом еще платить коммунальные за воду и свет. Одна стирка тут обходится в 3-5 долларов. Кроме того, поход в прачечную – это добрая американская традиция и целое культурное явление. Сюда ходят не столько постираться, сколько отдохнуть, провести время с семьей и друзьями, поиграть в автоматы, посмотреть сериал, поболеть за любимую команду или даже просто помедитировать после тяжелого дня. Теперь я чист, аки святой. Watch the world until it sleeps and gather while it keeps on turning. We follow love and love to hate. We want the sun but keep on burning. We want the sun but keep on burning. Боже. Какой прекрасный вид. I kiss you every single morning. А Чикаго-то уже проснулся, в отличие от меня. Ой.
день прогулок по Чикаго начинаешь замечать в нем некоторые странности. За последние 5 лет Чикаго немножечко сошел с ума. Здесь на улицах появилось просто огромное количество городских сумасшедших. Недавно власти Чикаго закрыли самую большую психиатрическую клинику в городе. Пациенты остались без присмотра и разбрелись по улицам. That house ain't what now. The real house, they come away. Мало вам сумасшедшего в Чикаго, да? Это вы еще не были в магазине «Волосатый мамонт». Свихнуться можно. Так. Бобер в плаще Супермена, пенопластовый Кинг-Конг, кролики с оленьими рогами, скелет кота с головой щуки, сушеная черепаха-ниндзя, зародыш теленка, череп жирафа. Это настоящая какая-то кунсткамера. Магазин странных вещей «Волосатый мамонт» больше похож на декорации из фильма ужасов. Кажется, что весь товар — результат больной фантазии маньяка. Владеет всем этим добром с виду обычный парень по имени Адам. 2010 is when we opened. It's over 40 countries. What we can bring back, we do, and then other things we buy here regionally, auctions or antique shows, other collectors, other dealers. Вскоре оказалось, что Адам неплохо зарабатывает на своем мусоре. Prices range anywhere from $1 up to $10,000. На данный момент самый дорогой экспонат в магазине причуд — чучело двухголового теленка. А самый уникальный — вот эта карикатура на Гитлера. Уникальность ее в том, что нарисовал ее местный маньяк. $3000 за рисунок серийного убийцы. Фантастика. Значит, кутикула диплодока, слезы выхухоли и бронзовый бюстик муравья. Вот единственные вещи, которых нет в этом магазине. Все остальное... О, кстати, вот смотри, голограмма Юрия Лозы вот здесь даже тоже есть. Итак, друзья, для всех, кто в Чикаго, по традиции «Орел и Решка» прячет для вас заветные $100. Для того, чтобы найти $100 в Чикаго, отправляйтесь на пляж 12-й улицы. Там под камнем с надписью «Геллер», что в переводе означает «изобилие», и находится наш клад. Удачи! Бегом сюда, пока не стемнело. Да ладно. Вот как нельзя себе представить Чикаго без небоскребов, без озера Мичиган, также его нельзя себе представить без легендарной баскетбольной команды Чикаго Буллс. Чикаго Буллс — одна из самых титулованных баскетбольных команд в США. Они побили почти все рекорды в NBA.
А имя их лучшего игрока Майкла Джордана стало синонимом слова «баскетбол». Билеты, правда, дурных денег стоят, но я как-нибудь перетерплю. Я просто не могу пропустить эту игру. Я же на Чикаго Буллс вырос. У меня даже кепка Чикаго Буллс была. Да у всех кепка Чикаго Буллс была. Конечно же, все дешевые билеты в кассах уже раскупили. Поэтому обратимся к перекупщикам. Hi. And what is the cheapest price for the ticket? Today, Yeah. for you, Yeah. Самый дешевый билет стоит $46. Но перед самым началом матча цена падает почти в 2 раза. Да есть же! Ну вот и она. Легендарная арена Чикаго Буллс. Начинается! Традиционно американцы из всего делают шоу. Вот, казалось бы, обычный баскетбольный матч. А начинается как церемония «Оскар». Над трибунами летает надувной символ команды – красный бык. Это не простой бычок, это бычок-бомбардировщик, потому что он выбрасывает на трибуны сувенирку, прямо из него сыпется. На разогреве играет звездный диджей. Под музыку отжигают заводные черлидерши, а на экране вспоминают лучшие моменты в истории команды. Наконец гаснет свет, и разогретый зритель уже в предвкушении самой игры. Но кажется, что-то тут не так. 70% стадиона свободны. Когда Чикаго Буллс были чемпионами, такого не было. Когда команду покинули звездные игроки, от Чикаго Буллс осталось только одно название. Сегодня на игры Чикаго Буллс ходят лишь горстка преданных фанатов. И молодежь, которой просто нечем было заняться вечером. Да и то, в основном, чтобы поесть, лениво поглядывая на игру. И пока в Чикаго Буллс не появится новый Майкл Джордан, никаким шоу их сюда не заманишь. Ну, неважно. Ведь все равно я был на матче легендарных Чикаго Буллс. А как можно приехать в Чикаго и не сходить на баскетбол? Если ты носил кепку Чикаго Буллс в детстве, ты просто обязан прийти сюда, на этот стадион, и поставить галочку. Даже здоровенную чайку поставить. Go, Bulls, go! Как известно, богачи любят деньги и вкусно поесть. В Чикаго есть ресторан, который объединяет и то, и другое. Миллионерам миллионерский ресторан. Ресторан «Бетфорд» расположен в хранилище бывшего банка. Говорят, что в 20-х годах здесь держала деньги вся чикагская мафия. С тех пор тут ничего не изменилось. Сейф с ячейками, круглая бронированная дверь и даже мраморная мозаика. Ну, разве что сбережения гангстеры забрали с собой. Ну, как минимум, подача блюда здесь должна быть на золотом слитке, а салфетки вместо салфеток должны быть 100-долларовые купюры. Ага, размечталась. Принесли просто горстку мяса с зеленью в тарелке для супа. Я бы назвала это блюдо пенек. Вот кора, вот листочки. А это... Что это такое? А с чем это мясо? Это червяки?
Обычные макароны. Вот я дура. Это же обычный гарнир к мясу. Это, конечно, не золотые слитки и не 100-долларовые купюры, но удивить они меня сумели. В конце второго дня в Чикаго денег у меня осталось только на дешевую круглосуточную забегаловку. Welcome to the fucking Wiener Circle. I just wanna have a meal or All right, what the fuck you want to eat? I don't know. Why you got that dumbass look on your face for? Hey, I didn't do anything. I'm just like intelligent, polite guy. So what you speaking with clients that way? Оказалось, что в Виннис Circle такое обращение в порядке вещей. Как все начиналось? 25 лет назад пьяный посетитель доставал уставшего официанта. Тот не выдержал и ответил отборным трехэтажным... ответил. Оба выкричились, и им полегчало. С тех пор ругаться стало фишкой заведения. Чтобы этот сюжет допустили к эфиру, мы решили заменить непристойную лексику литературной речью. You don't have to look stupid and shit, okay? Throw some balls and say something back. What the fuck do you want to eat? Look at the fucking menu. You got on glasses, dickhead. What? It's you telling me? Okay, so give me this motherfucking hot dog, okay? This motherfucking like with a cheeseburger, okay? Hey, here go your hot dog. I'll put some pussy juice on that for you, okay? Pussy juice? Pussy juice. You like pussy? No. Yes. Yeah, no. Hey, yes. It's okay if you like dick. It's okay. That's why you got a hot dog. You like dick? I like pussy. Nah. You say you like dick. Stop! Please stop! Как в школе все. Ну, знаете, что-то в этом есть. Потому что, когда ты друг друга обкладываешь матом, столько эмоций, столько энергии, сразу есть хочешь, заказываешь. Вот посмотрите, я бы заказал обычно, какой-нибудь маленький хот-дог. А так у меня и хот-дог, и гамбургер, и картошка еще с сыром. Никогда бы в жизни этого не съел. А сейчас, после такого стресса, думаю, что умну за милую душу. У Чикаго, как и у нашей монетки, две стороны. С одной – суровой и сдержанной. Небоскребы просто огромные, просто бесконечные. А с другой – приятный и дружелюбный. We'll get you the best VIP treatment in the house. С одной стороны, его чудаковатость настораживает. А с другой – безумно притягивает. С одной стороны, это место для статусных богачей. Какой прекрасный вид. А с другой – идеальный город для бюджетного отдыха. А где Мерлин? И какой бы стороной ни выпала чикагская монетка, в выигрыше останется каждый. Тачка вроде ничего такая. Кирпич, лампа. Свет. У них, наверное, настолько шикарные номера, что они хотят, чтобы все чистенькими ручками к ним прикасалось. Начинается. Что сделала, Чуня? Это моя единственная одежда. Удачи! Хорошо, что мама салфеточки положила, а? Антоха, привет! Настя!
Так, я прошу тебя, стой, где стоишь, пожалуйста. Ты Прошу, чего? Настя, потому что я знаю твои штучки. Я в прошлый раз, когда ты была рядом, в грязи извалялся. Что сейчас, меня в реку скинешь, да? Нет, конечно. Стой, я я хотела спросить, как тебе Чикаго? Нормально мне Чикаго, отличный город. Да. Классный, я бы еще здесь пару Антон, дней ты что побыл. такой пугливый? И влево, я тебе говорю, стой, пожалуйста, где стоишь. Друзья, перезагрузимся с вами в Да, следующем перезагрузимся городе. обязательно. Пока, В счастливо. смысле? Перезагрузимся, И влево, Антон. и влево. Так, Куда? святку, Антон, спаси и сохрани. какой- Настя, я тебе сказал, ты Да я не буду шуточки тебя твои трогать. знаю. Антон, вот Я руки, знаю твои вот они, шуточки. ручечки-то, вот они. И влево. Иди сюда, мой Влево. сладкий. Остановись, Иди я тебя прошу. сюда. Ну это не прикол Я уже, тебя на серьезно. руках Стой. несу, слышишь, до дома. До дома.